Никосия. Ну и, друзья, последний, самый такой интересный, я так думаю, слайд. Здесь все-таки мы подводим итоги по всем городам, муниципалитетам в течение года. То есть это тенденции, которые мы уже видим и которые, в общем-то, можно брать для прогноза следующего. Кстати, я буду и аренду показывать вам по всем вот этим городам, муниципалитетам, и будем говорить о прогнозах обязательно. Но это в следующих, так сказать, моих видео. Сейчас достаточно много у меня работы по Украине в том числе, поэтому я, так сказать, что могу, то, что успеваю, то и делаю. Итак, здесь мы подводим итоги, сравнивая январь 2026 год с январем 2025 года. Новое жилье, друзья, подорожало на 3,98% в целом по городу, муниципалитету Никосия. Индекс положительный единичка, запятая 0,40. Друзья, давайте расскажу, что такое индекс. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Его считать очень легко, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере, как считается, 2980 делим на 2866, получаем рост в процентном соотношении за год или же положительный индекс. Немножко саморекламы, друзья, на протяжении многих лет, наверное, больше 10 лет, для крупных украинских банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины, я делаю, и компания Lim Consulting, индексы, которые вам сейчас показываю, да, на примере острова Кипр, а точнее целой, так сказать, провинции Никосия. Так вот, данная информация, она важна очень людям, которые работают в банках, это управление по рискам, риск-менеджменту. Почему она важна? Они знают, данные специалисты, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени также. И под целые, так сказать, кредитные портфели, мы сейчас говорим о недвижимости, мы индексами буквально показываем им процессы, что происходит с недвижимостью, под которую финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Итак, друзья, мы увидели, что новое жилье за год подорожало на 3,98% или на 4%. Почему я говорил, что это адекватно? Давайте обратимся к основным макроэкономическим показателям, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр, южной его части. Видим, 2025 год – это минус 2%, это инфляция. Ну, в феврале, напоминаю, будет корректировка. Я думаю, что здесь будет как в 2024 году или даже больше инфляция. Но я предполагаю, может быть, ошибаюсь. Так вот, что такое инфляция, вы знаете. Когда обесцениваются деньги, в том числе фиатные деньги. Ну, есть закон стоимости, он гласит о следующем, что экономика работает сбалансированно, если количество денег, которые находятся в обращении, соответствует выпущенным товарам и услугам. Ну, есть некий баланс. Как только количество денег становится больше, то есть их печатают больше, да, эти деньги, они, естественно, обесценены, и за эти обесцененные деньги, что, друзья, можно меньше все купить товаров и услуг. Недвижимость является таким же товаром, друзья. Так вот, если инфляция 2%, это на 2% мы увидели обесценивание евро, да, то, естественно, недвижимость, она считается всегда тихая некая гавань, которая позволяет не обесцениваться деньгам вашим, да, а в иных, ну, в других случаях даже приумножать их. То есть удачные инвестиции приносят вам пассивный доход, который позволяет, в общем-то, вам, так сказать, зарабатывать еще. Поэтому рост 4%, а здесь инфляция 2%, но я думаю, что все-таки 3% вполне показывает, что именно на вот эту инфляцию и подорожала стоимость квадратного метра недвижимости. То есть ваша недвижимость, друзья, в городе, муниципалитете Никосия не обесценилась за прошедший год. Дальше смотрим. Старое жилье, друзья, ну здесь вы сами почитаете все, да, уже не буду
проговаривать. 2012 евро за квадратный метр, это в целом по, так сказать, провинции Никосия, что показало 2,52% незначительную динамику роста. Меньше, конечно, чем новое жилье, но все же это положительная динамика, и даже если мы будем брать вот здесь 2% инфляция, то мы все равно будем видеть, что, как оно называется, недвижимость ваша старая нисколько не подешевела за один год. Ну что еще? Ну, наверное, все, да. Сегодня достаточно много дал вам информации. Останавливаем показ слайдов. Еще раз напомню, друзья, для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Также ставьте лайки, дизлайки данному видео, пишите вопросы. С удовольствием отвечу адекватным людям. Как я уже вот анонсирую, можно сказать, да, я буду показывать также видео по аренде. Мы будем говорить о пассивном доходе. То есть это очень важно для людей, которые хотят, так сказать, инвестировать в недвижимость. Будем говорить также, ну, в общем, давайте о прогнозах. О прогнозах, тут мне надо макроэкономические показатели, я хочу собрать их. Они на самом деле есть, просто все это структурировать для того, чтобы, вот как, я надеюсь, все вы учились, меня смотрят умные люди, да, как на лекциях в институте, когда преподаватель готовился к лекции, когда он фактически апеллирует не просто какими-то знаниями, да, а аргументирует цифрами. В данном случае рынок недвижимости измеряется, один из показателей, это стоимостной показатель, только и только цифрами, стоимостью денег, да. Тогда люди, которые слушают у данного, так сказать, преподавателя, они вполне нормально усваивают материал. Вот так и я, человек старой школы, постараюсь все это вот систематизировать, все свои видео ролики именно по Кипру. По Украине-то я это давно делаю. Итак, друзья, пришло время прощаться. Еще раз не забудьте подписаться. До встречи в следующих моих видеороликах.